Как выглядят самые таинственные и недоступные места на нашей планете? Я собрал для вас пугающие бункеры, мистические леса и острова, а наконец составил целую страну, куда невозможно попасть. Что там такого происходит и почему не пускают людей? Советую досмотреть. И начну с классики, крохотного местечка на нашей планете, куда невозможно попасть простым смертным. Богемская роща в Калифорнии, около местечка Монте-Рио, это не просто живописный уголок на берегу русской реки. Это место, где с конца XIX века собирается американская элита, чтобы на некоторое время забыть о заботах управления миром. We do not care. Что там происходит? Только представьте, могущественные политики, медиамагнаты, известные актеры и писатели встречаются в тени величественных секвой, обсуждают жизнь и делятся новостями. Но это только официально, а слухи говорят о пугающих ритуалах, кострах и даже жертвоприношениях. Только свидетелей нет, ведь попасть туда невозможно. Интересно, что название «Богемская роща» прижилось вопреки более точному «богемная». Название стало символом места, где первоначально собиралась творческая богема – актеры, писатели, художники. Со временем клуб расширил свой состав до самых влиятельных личностей страны. Вы знали, что покровителем рощи является Ян Непомуцкий, католический мученик, который стал символом тайны и молчания? Это напоминает всем членам клуба о том, что происходящее в роще должно оставаться в тайне от остального мира. А символ рощи – это 9-метровая статуя мудрой совы у озера, которая участвует в ритуалах и даже говорит голосом известного тележурналиста Уолтера Кронкайта. Один из самых знаменитых ритуалов – сожжение забот, когда на алтарь возле совы кладут символическое чучело забот и его придают огню. Место очень странное и опасное. Даже журналисты не рискуют сюда соваться. Интересно, почему? Ну и раз начал говорить про места, доступные лишь власть имущим, то вот вам сеть туннелей из России. Let's go! Термин «Метро-2» стал широко известен после публикации книги Владимира Гоника «Преисподняя» в 1992 году. Автор утверждал, что основой его романа послужили данные, собранные им на протяжении 20 лет, о существовании подземной сети бункеров и секретных линий метро в Москве. По его словам, эти объекты предназначались для размещения высшего руководства Политбюро и ЦК КПСС в случае военного конфликта. Существование секретных подземных коммуникаций было частично подтверждено в 2004 году Владимиром Шевченко, бывшим руководителем протокола у двух президентов СССР и России – Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Шевченко указывал на то, что сведения о подземной сети часто преувеличены, но признал, что при Сталине действительно использовалась одноколейная ветка метро, которая соединяла Кремль с дачей в Волынском. Однако, по его словам, сегодня эти объекты не используются. Но кто знает, ведь попасть туда невозможно. А знаете, что еще прячут от людей? Всемирное семенохранилище на Шпицбергене, скрытое в недрах горы на острове, находящемся на полпути между Норвегией и Северным полюсом, которое служит глобальным резервом биоразнообразия. В этом уникальном хранилище собраны более 960 тысяч образцов семян со всех уголков планеты, созданы как страховка человечества против потенциальных глобальных катастроф, которые могут привести к исчезновению отдельных видов растений. Come on now, dog. Это своеобразный ковчег, о наполнении которого точно никто не знает. Почему? Доступ к семенохранилищу строго ограничен. Внутрь могут попасть только несколько уполномоченных сотрудников. Людей вокруг нет на сотни километров. Объект оснащен усиленными безопасными дверями и современными электронными системами защиты. Туда можно добраться только на самолете или снегоходе, что делает хранилище одним из самых недоступных мест на Земле. Глобальное семенное хранилище Шпицбергена – не просто хранилище, это буквально копилка жизни.
которая в критической ситуации может помочь восстановить утраченное разнообразие растений. Надеюсь, что речь идет действительно только о семенах, ведь кто знает, что может там действительно твориться. А это остров Павеглия, расположенный в Венецианской лагуне. Что с ним не так и почему туда не приходят люди? What? Изначально остров служил убежищем, крепостью и местом изгнания. Средневековые эпидемии чумы превратили его в карантинную зону, куда венецианцы отправляли заболевших, чтобы предотвратить распространение болезни. Множество людей умерло и было сожжено здесь в огромных крематориях во время вспышек чумы в XIV и XVII веках. В XX веке остров снова нашел свое применение, на этот раз как психиатрическая больница, что только усилило его мрачную репутацию. Существуют рассказы о жестоких методах лечения и экспериментах, проводимых над пациентами, что привнесло новую волну ужасающих историй и легенд. Здание больницы было закрыто в 1968 году, и с тех пор остров остается необитаемым. Сегодня Павеглия закрыт для посещения как туристами, так и местными жителями, что только подпитывает слухи и мистическую атмосферу вокруг этого места. Попытки реставрации были предприняты, но внезапное прекращение строительства добавило еще больше вопросов и теорий о причинах, по которым остров до сих пор остается заброшенным и недоступным для посещения. Ну и куда без самого таинственного и недоступного места современности? Секретные архивы Ватикана, находящиеся в непосредственной близости от Ватиканской библиотеки на площади Святого Петра, являются хранилищем исторических документов. Get out of here. Основанные в XVII веке по приказу Папы Павла V, эти архивы изначально были отделены от Ватиканской библиотеки для более строгого контроля над доступом к документам. Несмотря на свое название, которое с течением времени приобрело некий ореол таинственности, слово «секретный» здесь скорее означает «частный», в смысле личной принадлежности папы, а не «конфиденциальный». Долгое время архивы были полностью закрыты для посторонних, но в 1881 году папа Лев XIII разрешил доступ к ним ученым и исследователям, что значительно расширило возможности для изучения вековых записей и переписок, накопленных церковью. С тех пор тысячи ученых ежегодно работают с документами архива, раскрывая новые факты из прошлого церкви и всей христианской истории. Доступ в архивы остается строго регулируемым. Желающие изучить документы должны подать заявку, указав конкретные документы или темы исследования. New face filters on Instagram today. Таким образом, прямой доступ закрыт до сих пор, а документы выходят в свет только после личного одобрения папы. Ну и раз я начал про загадки и мистику, то вот место, которое у меня с ними ассоциируется. Зона 51, без сомнения, является одной из самых таинственных точек на карте мира. В зависимости от того, где именно в интернете вы оказались, можно узнать о невероятных теориях, от экспериментов на людях до утверждений, что наша реальность — это симуляция, управляемая именно оттуда. Хотя большинство из этих фактов, скорее всего, далеки от истины, если копнуть глубже, можно обнаружить массу малоизвестных, но не менее увлекательных подробностей об этом месте. А почему же она называется Зона 51? Ну, начну с того, что это неофициальное название. Официально это полигон для испытаний и тренировок в Неваде, известный как база Грум-Лейк. Откуда дурная слава? Бывший инженер Зоны 51. Он стал известен благодаря своему предсмертному видео, в котором рассказал о встречах с инопланетянами. Он утверждал, что пришельцы прибыли на Землю с планеты Квинтумния, которая находится на расстоянии 68 световых лет от нас, и что путешествие сюда занимает у них всего 45 минут. Бушман также заявлял, что существует специальная траектория полета к Зоне 51 из космоса. Его видео вызвало много критики и насмешек, особенно из-за фотографий пришельцев, которые похожи на игрушечные фигурки. Мало кто знает,
Но под зоной 51, по слухам, находится обширная сеть туннелей, простирающихся на несколько этажей вглубь Земли. I'm here to tell you right now. А как насчет того, как сотрудники добираются до работы? Большинство из них не живет на территории базы и добирается сюда самолетами с секретным позывным Джанет из специального терминала в Лас-Вегасе. Попасть и выбраться отсюда невозможно. За все время ни один гражданский человек не смог проникнуть в это место. А что скажете про Гавайский остров, который законсервировали? Нихау, известный как Запретный остров, представляет собой уникальное и экзотическое место среди Гавайских островов. Он 7-й по величине населенный остров в архипелаге и отличается от остальных своей изоляцией и способом жизни. С 1864 года, когда Элизабет Синклер купила остров у королевства Гавайи, не их, АО остается в частной собственности семьи Робинсон. Это позволило сохранить уникальный образ жизни местных жителей, которые не имеют доступа к современным удобствам, таким как магазины, рестораны, электричество или водопровод. Вместо этого жители полностью зависят от солнечной энергии. В 1915 году внук Элизабет Синклер, Обри Робинсон, решил закрыть остров для большинства посетителей, чтобы защитить его коренные культуры и природу. С тех пор доступ на Нихау строго ограничен. Посещение острова разрешено только родственникам владельцев, персоналу ВМС США, правительственным чиновникам и приглашенным гостям. Хотя иногда проводятся вертолетные экскурсии по острову, приземление на его территории, особенно вблизи населенных пунктов, строго запрещено. Такие меры предосторожности помогают сохранить неприкосновенность этого уникального места и поддерживать способ жизни его жителей, многие из которых продолжают следовать традиционным образом жизни и заниматься рыболовством, охотой и выращиванием тара. А это пещеры Ласка, расположенные на юго-западе Франции. Почему их закрыли от людей? Они знамениты своими наскальными рисунками, возраст которых превышает 17 300 лет. Всего в пещерах насчитывается около 900 изображений, представляющих собой одни из самых хорошо сохранившихся примеров древнего искусства. Большинство из этих изображений изображают крупных животных, многие из которых уже давно вымерли. Для сохранения этих бесценных рисунков пещеры были закрыты для общественности в 1963 году из-за серьезных повреждений, вызванных грибковыми вторжениями, которые угрожали искусству. Любое человеческое присутствие в пещерах считается потенциально вредным, поэтому сегодня в пещеры разрешают входить лишь одному человеку в неделю на несколько минут и только в сопровождении охранника. Hello, guys. В 1979 году пещеры Ласка были признаны объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает их огромное значение для человечества. А что скажете про место, где живут люди, никогда не контактировавшие с цивилизацией? Остров Северный Сентинел является одним из самых уникальных и загадочных мест на Земле. Расположенный в архипелаге Андаманских островов, он находится под защитой Индии. Сентинельцы, аборигены острова, на протяжении тысячелетий живут в полной изоляции, сохраняя свой образ жизни и культуру, несмотря на окружающий их современный мир. Эта изоляция, по оценкам ученых, длится более 60 тысяч лет. Представляете? Сентинельцы известны своим агрессивным отношением к любым попыткам контакта со стороны внешнего мира. Они отвергают любое вмешательство, будь то мирные предложения или случайные визиты. Примером могут служить инциденты, когда они атаковали стрелами рыбаков, случайно оказавшихся рядом с островом, и даже вертолеты, пролетавшие над их территорией. Индийское правительство, учитывая уникальную культуру сентинельцев и потенциальную опасность для них и посетителей, ввело строгие запреты на приближение к острову. Вокруг Северного Сентинела установлена морская блокада,
и нарушение этого запрета карается законом. Эти меры предприняты не только для защиты жителей острова от внешних воздействий, которые могут нарушить их образ жизни или даже привести к их исчезновению, но и для обеспечения безопасности всех, кто может попытаться установить контакт. Северный Сентинел остается одним из последних мест на Земле, где цивилизация не оставила своего отпечатка, и его аборигены могут продолжать жить так, как они делали это тысячи лет назад, полностью отделенные от остального мира. А вот местечко, куда я бы не хотел попасть даже под дулом пистолета. Остров Кеймада-Гранди, часто называемый островом Змей, находится в Бразилии, в Атлантическом океане, недалеко от побережья штата Сан-Паулу. Этот остров стал известен благодаря своей уникальной экосистеме, главной особенностью которой является невероятно большая популяция золотистых гадюк. Эти змеи относятся к одним из самых ядовитых в мире, и их яд значительно более смертоносен, чем у большинства других гадюк. По оценкам, на острове обитает более 4000 особей змей, что делает его одним из наиболее опасных мест для посещения. Из-за высокой смертности от укусов этих змей и общей опасности, которую они представляют, бразильские власти ввели строгие ограничения на доступ на остров. В настоящее время посещение острова разрешено только ученым и исследователям, имеющим специальное разрешение на проведение научных работ. Wow. Считается, что уникальные условия острова способствовали развитию и выживанию золотистой гадюки, в то время как на материке их популяции сократились из-за утраты среды обитания и других факторов. Кеймада-Гранди предлагает уникальную возможность для изучения эволюции и адаптации этих змей в изоляции, что делает его важным объектом для научного сообщества. А знаете ли вы о маленькой, но необычайно богатой и закрытой стране, спрятанной на острове Калимантан в Юго-Восточной Азии? Это Бруней, место, где природные богатства в виде нефти и газа обеспечили высокий уровень жизни для его жителей. You're teasing me! Невероятно, но Бруней настолько мал, что его можно с трудом разглядеть на карте. И несмотря на это, каждый, кто попадает сюда, остается поражен его красотой и благополучием. Не зря же название страны переводится как «обитель мира». Этот миниатюрный рай на земле является одной из последних абсолютных монархий. Султан Брунея Хасан аль-Балкиах управляет страной уже более 55 лет, и большинство важных решений принимается его семейным кланом. Знаете ли вы, что султан – один из самых богатых людей планеты с состоянием в 27 миллиардов 700 миллионов долларов? Его дом – это не просто дом, а самый большой жилой дворец в мире с почти 2000 комнат и великолепными садами. Интересно, что страна, несмотря на свои размеры, ежедневно зарабатывает 10 миллионов долларов только на продаже нефти и газа. Брунейцы получают от своего государства множество льгот, от бесплатного образования до медицинских услуг. Каждому новорожденному на счет сразу же поступает 20 тысяч долларов, а в совершеннолетие – земельный участок и деньги на строительство дома. Культурное наследие страны также впечатляет. От музеев с богатыми коллекциями до великолепных мечетей, которые являются настоящими архитектурными шедеврами. Только увидеть это невозможно, ведь Бруней закрыт для посещения и принимает у себя только транзитные самолеты. Жаль, правда? Пишите, куда бы вы хотели попасть из моего списка в комментариях. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать ролики или озвучивать видео, то переходите в нашего телеграм-бота по ссылке в описании. Будем рады сотрудничать. И спасибо за просмотр.